Друзья, всем привет! С вами снова Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Сегодняшний рассказ называется «Кипр». Итак, поехали! Так получилось, что уже более 4 лет я живу на Кипре, в Лимассоле. В последнее время очень много русских компаний перевезли на остров свой бизнес. Я называю это вторая волна эмиграции. А первая случилась еще в 90-е. Я много путешествую, поэтому Кипр, конечно, не ошеломил меня с первого взгляда. Просто еще один греческий остров, чем-то похожий на Крит. Надо сразу сказать, что Кипр – это всего 4 города. Прибрежные Пафос, Лимассол и Ларнака и центральная Никосия, столица. В Никосии останавливается мало туристов. Там нет моря, а летом страшная жара. В Ларнаке и Пафосе расположены аэропорты. А Лимассол по факту считается второй столицей. Это деловой центр. И все иностранные компании сосредоточились здесь. Еще на Кипре есть горы. Если зима снежная, открываются знаменитые, самые южные в Европе лыжные трассы. А летом в Тродосе местные жители и туристы спасаются от жары. Наверху всегда будет прохладнее на 7-10 градусов. Сначала мы снимали дом через Airbnb. Ровно посередине между Лимассолом и Ларнакой. Для отдыха такой дом подойдет отлично. Но ездить в офис далеко и неудобно. Тогда, в 2015 году, цены на аренду были еще вполне человеческими. Сейчас стоимость аренды сильно выросла, потому что бизнесмены и работники их компаний продолжают прибывать из России. И всем нужно жить именно в Лимассоле. Цены начинаются где-то от 500-600 евро за скромную односпальную квартиру далеко от моря и не заканчиваются нигде. Последнее время часто слышу о повсеместных демонстрациях киприотов. Они недовольны, что цены на аренду очень завышены, и молодая кипрская семья не может себе позволить снять жилье. Считается, что в этом виноваты приезжие. Но, come on, guys, это же вы сами задрали цены. В кипрском доме не бывает прихожей. По крайней мере, в привычном нам виде. Некуда повесить пальто, негде разуться. В старых домах в историческом центре города, а также повсеместно в деревнях, например, кровать от входной двери отделяет всего пара шагов. Жаркими вечерами хозяева открывают дверь и сидят на сквозняке прямо на кровати, смотрят на улицу. Самый типичный кипрский дизайн – это обязательная белая плитка на полу, некрасивые двери и кухня из коричневого дерева.
Ну и кожаная мебель. Летом на ней сидеть липко и жарко, а зимой холодно. На Кипре невозможно жить без автомобиля. За руль киприоты садятся сразу же, как закон разрешает получить права, и не перестают водить уже никогда. Продолжительность жизни здесь высокая. Водители возраста 90+ не редкость. Из-за небольших расстояний на острове нет никакого деления на плохие и хорошие районы. Все живут там, где привыкли и где им удобно. Но все равно жилье непосредственно рядом с морем, конечно, дороже в несколько раз, чем такое же жилье в 20 минутах езды. Зимой, когда нужно включать, обогревать квартиру, счет за электроэнергию составит 200-300 евро. А летом, когда работает кондиционер, 100-150 евро. В недолгий сезон, когда не надо ни топить, ни охлаждать, стоимость будет в районе 50 евро. Удивительно, но солнечная энергетика развита на Кипре очень слабо, хотя для ее развития есть все условия. Ведь на Кипре 300 солнечных дней в году. Стоимость других коммунальных услуг зависит от дома, где вы живете, и управляющей компании. В счет может быть включен как обычный вывоз мусора, так и облагораживание территории, куда входит бессмысленное спиливание верхушек крепких здоровых деревьев. Никто не смог мне внятно объяснить, зачем это делается. А еще я до сих пор не могу привыкнуть, что в среду во второй половине дня ничего не работает. Зато я почти смирился с тем, что ночью нельзя купить еду, помыть машину или подстричься. Друзья, а вы были на Кипре? И понравилось ли вам там? Напишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!